Приветствую, друзья! В сегодняшнем выпуске сильный пожар в порту Мубарак-аль-Кабир в Кувейте, последствия шторма на юге Армении, серия сильных подземных толчков на северо-востоке Японии, а также продолжающиеся катастрофические наводнения в Объединенных Арабских Эмиратах и в Омане. Оставайтесь с нами до конца, будет интересно. Юг Армении пострадал от шторма. Проливные дожди, обрушившиеся на Сюникскую область, привели к подтоплениям и транспортному коллапсу в Капане. Главным инцидентом стал прорыв противоселевого барьера на одной из городских улиц, который не выдержал натиска воды и грязевых масс. В результате обрушения поток грязи хлынул прямо на оживленную автомагистраль и заблокировал десятки автомобилей. Сюникская область приняла на себя основной удар циклона. В Капане зафиксированы аномальные показатели. Всего за сутки здесь выпало 47 мм осадков, что составляет около 75% месячной нормы. Соседний Горис также оказался под ударом. Там выпало 31 мм осадков. Столь интенсивные ливни привели к резкому подъему уровня воды во всех реках республики, однако наиболее сложная ситуация сложилась в бассейне реки Вохчи. Несмотря на пугающие кадры подтопленных улиц, специалисты МЧС Армении поспешили успокоить граждан. Угрозы масштабного наводнения для населенных пунктов нет. Текущие проблемы носят локальный характер и связаны прежде всего с пропускной способностью городской ливневой канализации и дренажных систем, которые попросту не были рассчитаны на такой объем воды в столь сжатые сроки. Стратегический порт Мубарак-аль-Кабир, расположенный в Кувейте на острове Бубиян у самой границы с Ираком, превратился вчера в пылающий очаг геополитического противостояния. В ходе массированной атаки, ответственность за которую официальные лица Кувейта возложили на иранские силы, по критической инфраструктуре был нанесен комбинированный удар с применением крылатых ракет и беспилотников «Камикадзе». Взрывы спровоцировали масштабный пожар, охвативший складские зоны и строящиеся объекты. Предварительные отчеты подтверждают наличие значительного материального ущерба, однако по счастливой случайности человеческих жертв удалось избежать. Ситуация осложняется тем, что порт Мубарак-аль-Кабир является ключевым проектом в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь», и удары по нему могут втянуть в конфликт интересы Пекина. Объединенные Арабские Эмираты столкнулись с беспрецедентным ударом стихии. В пятницу на Дубай, Шарджу и Аль-Айн обрушились экстремальные ливни, сопровождаемые грозами и шквалистым ветром. Непогода, вызванная глубоким циклоном, привела к масштабным наводнениям, превратив городские улицы в полноводные реки и парализовала ключевые транспортные артерии страны. В Дубае ночной шторм вызвал хаос на дорогах. Десятки автомобилей оказались затоплены в низинах и тоннелях, а водители были вынуждены бросать свои транспортные средства прямо посреди шоссе. Международный аэропорт Дубая ввел ограничения на прием рейсов из-за подтопления летного поля и плохой видимости. Это привело к массовым задержкам и отменам вылетов. Сильно пострадал и Эмират Шарджа. Муниципальные власти направили более 1200 сотрудников и спецтехнику для ликвидации последствий потопа. Сообщается о прекращении междугороднего автобусного сообщения и закрытии парков и общественных пляжей. В Аль-Айне власти выпустили срочное предупреждение для жителей, призывая их не покидать дома и избегать районов, склонных к эрозии почвы и оползням из-за интенсивных осадков. Национальный центр метеорологии зафиксировал рекордные уровни осадков, в некоторых районах превысившие 50 мм всего за несколько часов, что для засушливого климата региона является экстремальным показателем. Несмотря на то, что к вечеру пятницы интенсивность дождей начала снижаться, власти сохраняют оранжевый уровень опасности, предупреждая о возможных повторных волнах осадков и призывают граждан соблюдать максимальную осторожность при передвижении. На Атлантическом побережье США произошло событие, которое знаменует новую главу в гонке вооружений. Пентагон провел летное испытание гиперзвуковой ракеты большой дальности Dark Eagle.
Это испытание стало результатом совместных усилий Управления быстрого реагирования армии США и стратегических программ ВМС. В отличие от предыдущих попыток, которые сталкивались с техническими заминками, нынешний полет подтвердил готовность ключевых узлов системы. Ракета способна разгоняться до значений, превышающих 5 махов или более 6000 км в час. По уточненным данным Пентагона, радиус действия комплекса достигает около 4460 км, что позволяет наносить удары по стратегическим целям с безопасных дистанций. Успешные испытания Dark Eagle являются прямым ответом на разработки гиперзвукового оружия в России и Китае. Для армии США постановка этой системы на вооружение станет возвращением в Лигу сверхскоростных вооружений, обеспечивая возможность поражения высоко защищенных целей, таких как командные пункты и пусковые установки, до того, как противник успеет среагировать. Весеннее половодье на юго-востоке Подмосковья перешло в активную фазу, заставляя экстренные службы работать в усиленном режиме. Главной горячей точкой стала Коломна, где из-за резкого подъема уровня воды в Оке был закрыт для пешеходов Галутвинский наплавной мост. Ограничения затронули и другие ключевые транспортные артерии округа. На Митяевском и Бобреневском мостах, а также на переправе в Озерах введено частичное ограничение движения. Непростая ситуация сложилась и в Луховицах, где паромная переправа через Оку прекратила работу до стабилизации гидрологической обстановки, фактически отрезав привычные маршруты для местных жителей. Стихия не ограничивается только Окой. Малые реки также демонстрируют свой характер. В Ступино, в районе села Семеновское, река Лопасня начала стремительно выходить из берегов, затапливая пойменные участки и приближаясь к жилым постройкам. Метеорологи предупреждают, что пик паводка еще впереди. Предстоящий вынос тепла в сочетании с сохраняющимся в лесах глубоким снежным покровом может спровоцировать резкий приток талых вод. Аналогичные тревожные сводки приходят и от соседей. В Рязанской области под Шумышью Ока уже начала заливать низины, и уровень воды здесь продолжает расти на десятки сантиметров в сутки, превращая окрестные поля в бескрайние озера. Жителей прибрежных зон призывают заранее подготовить ценные вещи и внимательно следить за официальными сообщениями МЧС, так как ситуация на реках юго-востока области может ухудшиться в считанные часы. По всему Таиланду разгорается масштабный топливный кризис, вынуждающий тысячи водителей проводить долгие часы в ожидании у заправочных колонок. Ситуация на дорогах королевства накалилась до предела. Многокилометровые очереди из автомобилей и байков стали привычной картиной как в деловом центре Бангкока, так и в отдаленных провинциях. При этом среднее время ожидания заправки теперь составляет несколько часов. Основным триггером ажиотажа стало решение правительства Таиланда приостановить государственные дотации на дизельное топливо и бензин. Это мгновенно подтолкнуло розничные цены вверх и заставило население массово штурмовать АЗС в попытке заправиться по старым тарифам. Ситуацию усугубляет общая тревожность из-за нестабильности на Ближнем Востоке и опасений возможного закрытия Ормузского пролива, через который проходит значительная часть нефтяного импорта страны. Рост цен на топливо уже начал сказываться на стоимости жизни в королевстве. Ожидается, что подорожание логистики неминуемо приведет к росту цен на продукты питания и товары первой необходимости. В туристическом секторе ситуация пока остается относительно стабильной, однако путешественников предупреждают о возможных трудностях при аренде транспорта и трансферах в пиковые часы. Настоящий погодный апокалипсис развернулся на знаменитой Закопянке в районе Рдзавки в Кольше. Мощный циклон, пришедший в Татры, принес с собой шквалистый ветер и колоссальное количество осадков, из-за чего видимость на участке дороги между Краковом и Закопаны упала практически до нуля. Ситуация в районе Рдзавки, известном своими сложными подъемами и крутыми поворотами, быстро стала критической. Несколько больше грузов не смогли преодолеть скользкий подъем и заблокировали обе полосы движения.
напряжения. Коммунальные службы Польши работают в усиленном режиме, однако снегоочистительная техника сама с трудом пробивается сквозь заносы, а использование химических реагентов дает лишь временный эффект при непрекращающемся буране. Полиция и спасатели настоятельно рекомендуют туристам и местным жителям отказаться от поездок в сторону гор, так как условия в нижних частях Татр остаются предельно опасными, а риск схода лавин на прилегающих участках значительно возрос. Теплая и ранняя весна 2026 года принесла не только долгожданное солнце, но и самую масштабную за последние десятилетия активность иксодовых клещей. Специалисты санитарно-эпидемиологических служб Белоруссии и западных регионов России фиксируют аномальный всплеск численности опасных членистоногих, который уже называют нашествием века. Обычно сезон активности клещей начинается в середине апреля, но в этом году из-за аномально теплого февраля и марта первые пострадавшие обратились в больницы еще в конце зимы. В приграничных районах Белоруссии и в западных областях России количество зафиксированных укусов превышает показатели прошлых лет в несколько раз. Местные рыбаки и грибники делятся в соцсетях кадрами, на которых видно, что на одном небольшом участке травы могут находиться десятки голодных особей, готовых к нападению. Медики предупреждают, что пик нынешнего нашествия еще впереди. Он ожидается в мае-июне, когда активность клещей достигнет своего апогея. Стихия в ноль бросила вызов Омана. 27 марта восточные провинции султаната оказались во власти мощного грозового фронта, превратившего засушливые территории в зону масштабного бедствия. Непрекращающиеся тропические ливни, обрушившиеся на регионы Эш-Шаркия, привели к стремительному выходу из берегов пересохших русел рек, которые в считанные часы превратились в бушующие потоки, сметающие все на своем пути. Грязевые массы и вода затопили жилые кварталы, заблокировали основные транспортные магистрали и вызвали массовые отключения электроэнергии, оставив сотни людей отрезанными от внешнего мира. Социальные сети заполнили кадры, на которых мощные потоки воды уносят автомобили и разрушают легкие постройки. Службы гражданской обороны и спасения Омана переведены в режим максимальной готовности. Вертолеты военно-воздушных сил задействованы в операциях по эвакуации людей с крыш домов и из ловушек в затопленных низинах. Власти настоятельно призывают жителей не покидать свои дома и категорически избегать пересечения Вади, поскольку уровень воды продолжает подниматься. Метеорологи предупреждают, что циклон сохранит свою силу в ближайшие сутки, смещаясь в сторону побережья, что создает угрозу новых подтоплений и оползней в горных районах. В Чикаго за последнюю неделю сразу 2 автономных курьера от разных компаний протаранили стеклянные автобусные остановки, превратив их в груды осколков, и спровоцировали новую волну споров о безопасности искусственного интеллекта в городской среде. Эксперты связывают участившиеся сбои с недавним обновлением навигационных систем. Буквально несколько недель назад производители объявили об интеграции новых карт, обученных на данных Pokemon Go, что должно было улучшить точность позиционирования. Однако на практике роботы, похоже, перестали распознавать прозрачные стеклянные препятствия как физические объекты. Инциденты поставили под удар пилотную программу использования беспилотников, которая действует в городе с 2022 года. Городской совет теперь рассматривает возможность ужесточения правил эксплуатации автономных машин. На северо-востоке Японии в районе префектуры Ивате была зафиксирована серия сильных подземных толчков. 26 марта около 23:18 по местному времени сейсмографы отметили 2 последовательных землетрясения с магнитудами 5,9 и 6,5, эпицентры которых находились в море недалеко от берегов поселка Ямада. Жители прибрежных городов почувствовали колебания зданий и звон посуды, однако автоматизированные системы оповещения японского метеорологического агентства, проанализировав риски, подтвердили отсутствие угрозы цунами. Власти префектуры Ивате и экстренные службы провели мониторинг критически важной инфраструктуры, в том числе скоростные железные дороги и энергетические объекты. К полуночи официальные лица подтвердили, что сообщений о серьезных разрушениях, сбоях в подаче электричества или пострадавших не поступало.
Мужчина, занимавшийся сбором ямса на ферме в китайском городском округе Цзяян, выкопал корнеплод настолько причудливой формы, что находка мгновенно стала вирусной в китайских социальных сетях. Вместо привычного продолговатого клубня из почвы показалось нечто удивительно напоминающее человеческую руку. Как только фотографии необычного овоща попали в сеть, на фермера обрушился шквал сообщений. Коллекционеры диковинок и просто азартные пользователи начали предлагать за антропоморфный ямс внушительные суммы, наперебой пытаясь выкупить природный артефакт. Несмотря на заманчивые финансовые предложения, домочадцы наотрез отказались продавать находку. По словам владельцев, такой редкий дар с земли воспринимается ими как символ удачи и процветания для всего хозяйства, а счастье, пришедшее с поля, не продается. Багдад снова оказался во власти стихии. Мощный циклон, обрушившийся на иракскую столицу, превратил городские магистрали в полноводные реки и погрузил мегаполис в транспортный хаос. Проливные дожди, начавшиеся ранним утром, за считанные часы затопили ключевые транспортные узлы и жилые кварталы, парализовав движение тысяч автомобилей. Критическая ситуация на дорогах в очередной раз обнажила хронические проблемы городской инфраструктуры. Устаревшие системы водоотведения попросту не выдержали экстремального объема рассадков, из-за чего вода начала стремительно заполнять низины и затапливать первые этажи зданий. Оперативно реагируя на нарастающий кризис, правительство отменило занятия в школах и университетах, чтобы минимизировать риски для жизни людей и снизить нагрузку на заблокированные трассы. По прогнозам синоптиков, нестабильная погода с ливнями, грозами и риском локальных наводнений сохранится в ближайшие дни. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.